Вітаю вас у своєму саду. Я Світлана, мій садок неподалік від Києва знаходиться. І я пропоную помилуватися сьогодні незвичайно красивою гортензією, мітловидною. Гортензия Diamond Rouge. Удивительный сорт, который разглядела я не сразу, признаюсь вам, а только после пересадки. Я покажу вам, как она выглядит с мая по ноябрь. Мы увидим, как меняются оттенки ее соцветий. Расскажу основные характеристики и расскажу по уходу. Много вопросов на эту тему прилетает мне в комментарии. Идемте, сегодня будет опять красиво и опять полезно и интересно. Среди всех моих гортензий гортензия метельчатая Diamond Rouge занимает какое-то особое место, потому что в этом году она меня порадовала и удивила. Гортензий в моем саду очень много, мы их все видели, и вот этот Silver Dollar, и Vanilla Phrase, перечислять не буду, особо красиво, конечно. Полярный медведь, большие соцветия. Но вот эта маленькая красотка удивила в этом году. Сейчас объясню почему. Зацветают гортензии все почти одновременно в конце июня, начале июля такими бело-салатовыми соцветиями, а потом в зависимости от сорта или белые остаются, или начинают постепенно менять цвет. Так вот, гортензия Diamond Rouge распускается вот такими салатовыми интересными соцветиями. Пересажена у меня была вот в эту клумбу, и я специально для контраста с ее яркими соцветиями высадила целый бордюр лаванды. Лаванду думала, куда посадить, и я скажу вам, что угадала. Соцветие у нее необычной формы, потому что много фертильных и стерильных цветов. Распускается вначале фисташкового цвета, а потом становится постепенно вот такими белыми красивыми шапочками. Почему я ее сюда пересадила? По нескольким причинам. Росла она у меня возле дома в большой аллее с гортензиями, и там более крупные сорта, видимо, забили ее рост, и она там была, но никакущая. Я даже вам ее и не показывала. Приняла решение 1,5 года назад, и вот в этом сезоне она цвела первый раз на новом месте. Находится она в такой ажурной полутени. Видите, от слив писарди немножко тень на нее. И от вот этих маленьких еще, но впоследствии больше они будут, елочек Кейбаб. Гортензия Diamond Rouge переводится дословно как красный бриллиант. Сорт был выведен французским питомником гортензий, который является членом международной организации во Франции САПО. Он специализируется на каких-то новых селекционных сортах гортензии. Работают над этим. И вот гортензия Diamond Rouge – это их такое достижение. Сама гортензия будет небольшая, до 1,5 метра, и в ширину, и в высоту. При пересадке я рассмотрела кустик, как я вам советовала. Помните, я делю кусты. Посмотрела, какие боковые веточки укоренились, и их просто отсекла секатором с каким-то количеством корней. Поделился куст неравномерно. Одна часть больше, другая меньше. Но кустики из-за того, что корни были
все принялись и срослись в такую единую аллею. По 2 куста с 2 сторон от вот этого скального можжевельника Blue Heaven. Гортензия очень интересная. Знаете чем? Что у нее соцветия одновременно и белые, и розовые, меняют цвет не все сразу, а очень медленно и постепенно. Вначале слегка розовая дымка такая перламутровая появляется, но на кусте одновременно и белые, и розовые цветы. Вот этот микс-бордер, показываю вам немножко издали, мне кажется, он получился необычайно удачным. Растутся еще мои киебабы, скальный можжевельник, и будет очень красиво. Красивое в начале цветения, когда цветы белые на фоне лаванды, и во второй половине лета, когда начинает менять цвет гортензии. Ну, тут лаванда уже отцветает, последние цветочки, а гортензия начала только менять цвет. Можно, конечно, в бордюр было посадить и какие-то хвойные. На фоне хвойных тоже яркие цветы гортензии будут просто ошеломительно красивые. У меня соцветия тут еще не огромные, потому что, видимо, только первый год цветения, но я видела много видео в интернете. Вот эти шапки, конечно, намного больше, пышнее, более сбитые. Из-за того, что много фертильных цветов, бабочки летают. Тут представьте, какая красота. Но сейчас в видео у меня тут попало немного бабочек, а вообще бабочек очень много именно на таких гортензиях. Можете для эксперимента понаблюдать. Сами цветочки, которые стерильные, вот такие большие, и лепесточки, как у мотыльков. Мотыльковые сорта еще такие называют гортензии. Лепестки меняют цвет постепенно. Видите, розовеют, потом бордовеют. Но интересная у нее особенность, что больше уходит она в красно-малиновый, чем в пурпурный или в темно-бордовый. По сравнению, например, как с Фрейс Мельба. Значит, сейчас я поотвечаю на некоторые вопросы про гортензии, которые часто возникают. Ну и касательно именно этой гортензии. Значит, где посадить? Ну, конкретно вот эту Diamond Rouge я вам сказала. Тут у меня ажурная полутень. Тени практически, не бывает. Немножко там около часа, но она от сливы вот так ходит по кругу солнца. Именно когда я ее пересадила из той большой аллеи своей с гортензиями. Я бы сказала, что и прямые солнечные лучи она спокойно выдерживает, хотя пишут, что прямое солнце для нее проблема. Не согласна. Почва слабо кислая. У нас суглинок, поэтому большой замены грунта я не делаю. Добавляла в посадочную яму много хвойного опада. Замульчирована хвойным опадом. И там я покажу, как она выглядит уже поздней осенью. Веточки я как раз мульчировала корой. Вот этот весь микс-бордер. Цветы красивые. Красивые. Обратите внимание на этот сорт. Если у вас еще нету ее, советую приобрести. Посмотрим, как она в этом году нас удивит. Когда цветет гортензия? Как мы видели, начинает она в конце июня свои соцветия из фисташковых открывать. И до тех пор, пока у вас погода позволяет. Может и до конца октября соцветия в цвете держать, если не будет сильных холодных заморозков. А потом они просто коричневеют и усыхают, как у всех гортензий. Как правильно формировать гортензии? Сейчас расскажу. Вот такие они уже. Это конец августа, начало сентября. Погода стала немножко меняться, и вот такая она уже есть.
Про правильную обрезку гортензии у меня есть видео. Видео получилось очень понятным и правильным, поэтому тут я особо про обрезку не буду вам говорить. Единственное скажу, что я обрезаю гортензии весной. Вот сейчас у нас очень тепло, +7, то я пару кустиков, конечно, просто мне захотелось что-то в саду поделать, я обрезала. А вообще весной, в начале марта все гортензии прохожу и на 2-3 почки, где получается центральный ствол, ровный, прямой, вывожу в штамп. Комбинированная у меня формировка такая двойная. Есть тоже видео, оставлю ссылку. Так, комбинированной можно формировать все сорта гортензий, которые выдали базальные побеги. Красиво. Мы еще раз посмотрим весной это. Про обрезку сказала, сейчас скажу про обработки. Обрабатывать гортензии надо по листу в безветренную вечернюю погоду. А вот, кстати, вот так вот выглядят кустики Diamond Rouge в этом микс-бордере. И как раз коры сюда пошло 2 мешка. И это мало, я вам скажу. Надо где-то 4 мешка коры. По обработкам, значит, в безветренную, недождливую погоду по листу, желательно вечерком. Гортензии очень любят хелат железа. Становится лист такой темно-зеленый, красивый, сочный. Хелатом железа можно обрабатывать примерно 2 раза в месяц. Можно 1, если нет предпосылок. Если у вас все нормально с цветом листвы и с количеством удобрений. Что я еще делаю? Особых каких-то специальных коктейлей для гортензий я не делаю. В зависимости от нарастания куста и от смены месяцев летом я меняю формулы препаратов. То есть в первые весенние месяцы апрель-май, если температура уже больше 10 градусов, можно обрабатывать азотными. То есть я плантофолом, где равнозначная формула 20-20-20, по листу делаю обработки. Это позволяет кусту наращивать пышную зеленую массу, создавать объемный красивый куст, то есть гортензии набираться сил перед цветением. Летом уже где-то июнь, начало июля для пышного цветения, если вы увидели уже заложенные соцветия, фосфорные удобрения там, где преобладает фосфор. Я использую плантофол 10-54-10. Ну и осенью калийные для успешной, хорошей зимовки, чтобы куст окреп, нарастил корневую массу такую здоровую, крепкую. Обязательно не забывайте обрабатывать от клеща других насекомых. Можно использовать отдельно акарициды и инсектициды, а можно инсектоакарициды типа Вермитек. Я препараты меняю одними и теми же, не обрабатываю все лето, даже если они очень хорошие. От клеща использую Sunmite, что еще? Нурел. Это довольно старые препараты. Новых много. Мне нравится Вермитек, он действует более объемно на всех, и на насекомых, и на клещей. У гортензии клещ – это самое слабое ее место, слабое звено. Что еще хотела сказать? Под корень я только ранней весной, в начале апреля, когда +10, осмокот рассыпаю все больше, никаких под корень, ничем не проливаю, ни простоквашей, ни кефиром, ни сывороткой. Ничего этого не делаю. У меня слабо кислые почвы. Все удовлетворяет мои и гортензии, и рододендроны. Что бы вы ни писали, что это обязательно надо делать. Каждый смотрит по своей почве, какая у него на участке, и смотрит на состояние растений. Что я хотела сказать по итогу. Гортензия Diamond Rouge, наверное, самый красивый сорт из всех среднерослых. Но я в этом году посадила еще Ренсам гортензию. У нее
наподобие как у Фрейс Мельбы, темно-темно, пурпурно-бордовые соцветия. Она отличается, и у нее плотные набитые шапки. Будем смотреть. Она тоже шикарный, красивый сорт, но они разные. Каждая из них по-своему красиво. Меняет цвет и та, и другая, но они разные. Но это уже история нового сезона. А пока я хочу с вами попрощаться. Посмотрим напоследок вот такой красивый летний сад. Задавайте про гортензии вопросы, которые вас интересуют. Буду по возможности отвечать. По возможности, потому что комментариев очень много. И мне видны только под последним постом. Так что спрашивайте про все растения под последним видео. Всего хорошего. До встречи.